Сегодня хочу поделиться рецептом приготовления меренгового рулета. Меренговый рулет будем готовить с клубники. Он будет такой легкий, вкусный, ароматный. Приготовим. Для приготовления меренгового рулета нам понадобится 6 яиц, обязательно комнатной температуры, 300 грамм сахарной пудры, 40 грамм кукурузного крахмала, 1 чайная ложка лимонного сока, ванилин. Для крема нам понадобится 250 грамм сливок, обязательно 33%, 250 грамм сливочного сыра, 30 грамм сахара. Украшать будем все это клубникой. Итак, мы будем использовать только белки, поэтому мы сейчас отделим белки от желтков. Так. Вот до образования первых таких вот чуть-чуть пены, вот чтобы образовалась, буквально минутки 2 взбиваем. Добавляем сюда сразу всю сахарную пудру и 1 чайную ложку лимончика. Теперь мы это будем долго взбивать. Взбивать мы будем минут 10-15 до устойчивых таких хороших пиков. Начинаем. Прошло у меня 15 минут прошло, я даже не 10, а 15 минут это все взбивала, то есть вы должны понимать, что это должно быть такая плотная, глянцевая, красивая такая пена, вот с такими пиками. Вот, посмотрите, если мы их возьмем, то вот они должны такими клювиками быть, то есть устойчивая. 15 минут вот у меня прошло, и нисколько, немного, вот и мы добились того желаемого результата. Теперь мы сюда будем добавлять кукурузный крахмал, но это будем делать уже лопаткой. Освобождаем всю венчик наш. Так, теперь мы сюда добавим ванилин и кукурузный крахмал. Все это мы осторожно, вот такими вот небольшими, вот, ну, чтобы так у нас не осела пена. Она может у нас, если мы быстро-быстро будем перемешивать, она может у нас остеть. Поэтому вот осторожными такими движениями мы вот этот кукурузный крахмал вмешиваем в наши вот эти взбитые белки. Он там прям хрустит. Как хорошо мы его взбили. Вот. Какой он у нас плотный, глянцевый, красивый. Вот совсем немного. Ну так, чтобы он у нас распределился по всему нашему, по всей нашей вот этой вот массе. Однородно. Ну все. Теперь перекладываем на противень. Итак, застелим бумагой пергаментной наш противень. Бумага должна занимать полностью поверхность противня, потому что, чтобы у нас за края наш белок не вытек, никуда он у нас не делся. И бумага должна быть обязательно качественной. Вот она должна быть с пропиткой силикона, потому что масло подсолнечное мы не будем использовать. Так, ну и выкладываем сюда всю нашу белковую массу. Единственное, надо вот, когда выкладываем массу, надо стараться, чтобы у нас как можно меньше туда попадали воздух. Вот видите, я когда ее выкладываю, когда соединяю вот эти вот кусочки вот частями, там может внутри образоваться воздух. А нам надо как можно меньше, чтобы там этого воздуха было. Потому что при выпекании вот эти пузырьки, они так и останутся там, что не будет хорошо. Поэтому мы как можно вот распределяем вот эту массу и стараться, чтобы не попадал у нас лишний туда воздух. Размеры противня здесь не имеют значения. Он может быть как большой, так и маленький. Здесь в зависимости от размера противня, такого размера у вас получится меренговый рулет.
Вот про пузырьки, про которые я говорила. То есть здесь они вот... Надо постараться, чтобы их как можно там было меньше. Так, ну все. Ставим в духовку 150 градусов на 30 минут. Прошло 30 минут, достали с духовки. Вот такой у нас получился рулетик. Он у нас должен быть с корочкой хрустящей вот сверху и чуть влажный внутри. То есть вот эта корочка такая хрустящая, она должна быть только сверху. Итак, мы его сейчас перевернем. Вот эта сторона у нас будет верхняя нашего рулета, а крем мы будем наносить с внутренней поверхности. Поэтому мы сейчас его осторожненько перевернем. Вот так мы его перевернули. А теперь аккуратненько, вот так с краешка начиная, мы будем отделять пергаментную бумагу. Так, вот чуть-чуть у нас неровный он, но это на вкус не повлияет. То есть все, что нам нужно было, мы сделали. Мы его перевернули. Теперь, пока он у нас остывает, этот корж, мы займемся приготовлением крема. Для крема мы берем сливки 33%. Меньше жирности нельзя использовать. Сливочный сыр. Так. И немножко сахарного песка. Так, теперь мы это все будем взбивать до такой пены. Пена такая должна быть с рисунком. Самое главное не перевзбить, но будем смотреть, как только будет появляться рисунок, этого будет достаточно. Рисунок от венчиков. Так, ну вот прошло минут 5. Крем у нас взбился. Я думаю, этого достаточно. Пока остывает наш корж, мы сейчас его поставим пока в холодильник. Он у нас еще маленько стабилизируется. Так, теперь нам осталось все это смазать кремом нашим. Вот всю поверхность вот эту вот так равномерно наносим крем. Распределяем его по всей поверхности. Он как раз сглаживает все вот эти неровности. Немного крема я оставлю для украшения. И теперь нам осталось разложить ягоды. Ягоды сейчас лето. Ягоды можно использовать любые, какие у вас есть. У меня сегодня это будет клубника и киви. Ягоды не должны быть влажными, поэтому если вы их промывали водой, нужно, чтобы вы их на салфеточке еще маленько просушите. Вот то же самое я киви разрезала и на салфеточке сначала, перед тем, как вот украшать, я его чуть-чуть обсушила на салфетке. Вся лишняя влага, она впиталась в салфетку. И остались одни ягоды. Вот так красиво мы украсили. И теперь нам осталось свернуть этот рулет. Сворачивать мы будем со стороны, с которой у нас побольше
изломов, если вы... Ну, вот сейчас вот у меня вот с этой стороны, видите, чуть-чуть раскрошилось. Поэтому я буду его спрячу прямо внутрь рулетика. Рулет у нас готов. Теперь самое главное его охладить в холодильнике. Минимум час, а максимум сколько вы будете терпеть до чая. Поэтому мы его убираем в холодильник и возвращаемся после того, как он охладится. Достали с холодильника. Он у нас очень хорошо охладился, рулет. И сейчас мы его разрежем. Так, мы его разрежем.